До того, как феноменом этого года Among Us стало известно, в дебютной версии была доступна только одна карта, а пик онлайна был в 30 тысяч раз ниже нынешнего. До того, как Among Us стало известно, и ее разработчики взяли за основу геймплея всеми любимую мафию. И до того, как она стала известна, игра 2 года вообще никому не нравилась, пока стримеры на Твиче, наряду с ютуберами, не сделали из нее настоящий мейнстрим. Добро пожаловать на канал BrainMo, и сегодня я расскажу историю об игре Among Us, и заодно покажу, как можно сделать фигурки персонажей из игры. Автором данного продукта является американская компания Inneslov. Вполне возможно, ты слышал это название, ведь среди прочих творений от этого бренда можно вспомнить флешки про Генри Стикмана. Отдельный респект можно выразить графическим дизайнерам Among Us, которые особо не парились и, по-видимому, техническое задание возложили на своих 5-летних детей. А если серьезно, то подобная рисовка, наоборот, в какой-то мере притягивает. Как-то все геймеры уже давно привыкли к ультраграфону в новинках, а тут будто свежий глоток воздуха. Так, Among Us официально вышла в свет 2,5 года назад, причем дебютную версию сделали исключительно для iOS и Android. В игре была доступна только одна карта, локацию назвали The Scaled, и это прям настоящая классика. Тогда на начальном этапе в Among Us играли максимум 50 игроков, в то время как сейчас в одном лишь Steam среднесуточное количество игроков переваливает за 300 тысяч. Рекорд и вовсе ушел за 1,5 миллиона. Отмечу, что до релиза The Scaled еще годом ранее появился первый прототип, представлявший из себя демо-наработки. Оказывается, даже было проще, чем сейчас. Получив первые отзывы после полноценного выпуска, компания Inneslov решила добавить сетевой многопользовательский режим, и спустя 2 месяца после релиза игра появилась в Steam. В любом случае, графика тут играет не первостепенную роль. Общение и построение логических цепочек – вот основной геймплей Among Us. Спустя год после релиза разработчики пополнили комплект Among Us еще 2 экземплярами карт Мира HQ, то есть небольшая штаб-квартира, которая появилась чуть больше года назад, и плюс планетой с очень специфическим климатом, добавленный ровно год назад. Это все понятно, но возникает очевидный вопрос: откуда появился такой большой ажиотаж и внимание к этой игре? Ее в начале года здорово протолкнула компания Valve со следующими условиями. Разработчики снижают цену на 50% до $2,5, а баннер с игрой залетает на главную страницу Steam. Однако главным виновником торжества является наша любимая Twitch комьюнити. Сначала зарубежные стримеры потихоньку осваивали геймплей, а потом их ряды пополнил Его Величество PewDiePie. После внимания со стороны Феликса в сентябре месяце рейтинг Among Us бешено взлетел. Этот цунами дошел и до нашего стримингового сегмента. Почти все топ-стримеры подхватили движуху и начали совместно рубиться в этот незамысловатый детективчик. Среди них Братишкин, Эвелион, Бастер, Джесус и многие другие. Само собой, аудитория тоже ринулась качать игру и долгими часами залипать в нее. Но встает другой вопрос: что это вообще за игруха, с чем ее едят? Разработчики за основу геймплея взяли популярную ролевую игру под названием «Мафия». Игроки рандомом делятся на 2 ролевые группы. Простыми словами, есть команда членов экипажа, то есть мирных, команда предателей, то бишь мафии. В принципе взаимодействия аналогично обычной мафии. Но тут есть свои прикольные плюшки, добавляющие драйв и интерес к игровому процессу. По сюжету экипаж бороздит просторы вселенной на космическом корабле, и на борту лайнера, помимо добропорядочных людей, тайком находится один или несколько импостеров, проще говоря, предатели. Задача мафиозников втайне убить мирных и при этом не спалиться, стараясь дезориентировать остальных. Другими словами, втихаря вальнуть челика, пока никто не видит, а потом подрубить режим искусного балабола. Мирные же персонажи должны выполнять задания и головоломки по ремонту агрегатов, просто следить за порядком на борту. Если они заблаговременно выполняют все квесты, то это победа. В то же время рядовые члены экипажа могут вычислить черных игроков и вышвырнуть изменников подышать в открытый космос, либо десантироваться с облаков на Землю, ну или на худой конец просто скинуть в лаву. Все зависит от выбранной карты. В основном карты, которых на данный момент 3, отличаются друг от друга площадью территории, количеством комнат и перечнем возможных заданий. Тут уже на вкус и цвет, как говорится. Но чтобы жизнь медом не казалась, бригада космических фиксиков может стать жертвой саботажа. Это когда предатели выводят из строя какую-либо систему, которую любой ценой надо починить для истечения таймера, иначе мирным капут. Важным моментом является то, что арсенал предателей снаряжен рядом плюшек и привилегий. У них запущены статы скорости передвижения и радиус обзора. Также они могут оперативно покинуть место убийства через вентиляционные ходы, однако сильно входить во вкус тоже не стоит. Почти все любят играть за предателей,
Ведь сносить бошки куда интереснее, чем выполнять монотонную работу, чинить проводку, прокладывать маршруты, скачивать данные, опустошать мусорные отсеки и так далее по списку. Но и тут приходится отнюдь не ворон считать, а навострить уши и внимательно следить за всеми. В противном случае рискуешь пополнить компанию умерших призраков. Так что если хочешь стать киберкотлетой в Among Us, нужно уметь строить логические цепочки. Обращать внимание на расположение игроков, с кем они бегают, чтобы в случае чего выйти на след убийцы, судьба которого решается на всеобщем голосовании. Оно устраивается после того, как какой-то игрок обнаруживает чье-то тело, либо сам организует сбор, нажимая на красную кнопку созыва в главном холле, в случае, если есть определенные подозрения или догадки. Примечательно, что репорт могут кинуть и сами предатели. Ну а уже на данном этапе главный ключ к успеху – это твое умение пудрить мозги и убедительно молоть языком. Такая мафия на максималках настолько пришлась народу по душе, что за считанные дни стала главным спонсором всех мемных пабликов. Сегодня ни один скроллинг ленты не обходится без поста про Among Us. Тут по-любому замешано что-то сверхъестественное, выходящее за рамки нашего понимания. Из такого феномена сферы игровой индустрии я давно не видел, пожалуй, со времен покемонов. За очень короткий срок Among Us стала дико популярной и уже успела залететь в десятку пика на Стиме. Вдобавок ко всему начали массово производить всякие фигнюшки с символикой мультиплеера. В общем, лопатят кэш как только могут. Более того, в связи с огромным ажиотажем и хайпом разработчики уже анонсировали сиквел Among Us 2. Но впоследствии выход второй части как-то замялся и в конце сентября был вовсе отменен, так как авторы приняли решение улучшать оригинальную игру. Не знаю, насколько это правильно, ведь далеко не факт, что игра будет еще долго держаться на вершинах трендов. Как бы там ни было, через определенный срок ажиотаж спадет. Это лишь вопрос времени или нет. Впрочем, это уже совсем другая история. Это была история Among Us до того, как она стала известна. Итак, народ, на этом моменте я заканчиваю балаболить и досматриваем ролик до конца изготовления фигурок. Не забываем подписаться на канал, нажать пальцы вверх и рассказать своим друзьям.
Подписывайся на канал, чтобы не пропустить новые видео. Всем пока-пока.